Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на 2026 год. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот интересный период нашего времени, потому что год будет очень сильным, очень мощным, полным изменений. Забегаю вперед, хочу сказать, что у нас ждут только два коридора затмения на растущем лунном цикле. То есть эмоций, силы действий нам потребуется очень сильно много для того, чтобы ускориться в эти периоды. У нас три периода ретроградных Меркурия, но кого они волнуют, когда у нас осенью ретроградная Венера в Скорпионе? Понимаете, тельцы сейчас такие на карандаш себе поставили. На самом-то деле это будет очень мощный и сильный период времени. Плюсом у нас Сатурн, Нептун переходят в знак Овна окончательно. Уран покидает знак Тельца, и мы очень сильно ему рады, переходит в знак зодиака Близнецы, но при всем при этом в соединении с Венерой. Тоже такой достаточно интересный момент для Тельцов. Плюсом у нас Юпитер меняет знак из Рака в знак Льва. В июле у нас кармические узлы меняют знак из Девы, Рыбы переходят в Льва, в Водолея. И сразу после этих событий у нас еще один коридор затмений в середине августа, которые обычно-то у нас были осенью коридоры затмений, а тут в августе. То есть прекрасно понимаете, что жизнь заставляет нас всех ускоряться даже в планетарном масштабе. Да, хочется мне сказать, что сентябрь будет немножко не динамичным и простым, но у нас в самом начале октября ретроградная Венера с 3 октября, и она у нас будет в Скорпионе и в квадратуре с Плутоном и Марсом. И да, при всем при этом Марс с Плутоном будут в точной оппозиции, а это аспект силы. Если вы помните гороскоп на ноябрь 2024 года, у нас там был этот аспект. Правда, мы его проживали совершенно в других историях. А здесь еще у нас и Венера будет в квадратуре к Марсу и Плутону. И хочется мне сказать, что продлится период ретроградной Венеры до 14 ноября. И хочется сказать, что декабрь у нас будет как-то вот таким простым, но в силу всех этих изменений декабрь, конечно же, у нас он будет не таким ярким и выдающимся, просто потому что мы уже в этой жизни много таки поняли. Не будет очень много сложных аспектов на декабрь, но тем не менее, послевкусие ретроградной Венеры у нас останется. Да, ребят, вот так быстро пробежала основные тенденции 2026. Сейчас буду рассказывать по каждому месяцу, как каждое астрономическое событие будет влиять на отдельную декаду тельцов. И да, ребят, если вы смотрите по Солнцу, то первая декада Тельца – это те, кто родился в апреле. Еще такие яркие, активные, дерзкие, амбициозные, с энергией Овна. Потому что личные планеты еще в Овне, а Солнце уже в Тельце. Поэтому и хочется сказать, что какой-то канал у меня развит сильнее или нет. Да нет, просто окраска такая. Но силу для того, чтобы трансформировать свою жизнь, будет давать очень сильно Солнце в Тельце. И для вас Тельцы первой декады – это год трансформационный, потому что квадратура Плутона будет заставлять вас расти, двигаться вперед, точно так же, как квадратура Юпитера, потому что если вы сейчас находитесь в этом ноябре, то вы знаете, что на небе сейчас отдаленная оппозиция Юпитера с Плутоном, и очень точно она будет работать летом 2026 года, и Тельцы первой декады будут прямо-таки расти на фоне этой квадратуры. При всем при этом, если же вы пойдете в свое развитие, то будет очень множество в вашей жизни хороших событий. Естественно, когда мы тормозим, мы всегда впадаем в такое состояние, что мы не готовы, отказываемся от лучшего, мы боимся, потому что нужно пойти вперед. На самом-то деле год для всех декад Тельца, он будет таким очень сильным и очень мощным. Не дорассказала для второй декады. Вторая декада Тельца – это те,
кто родился с 1 по 10 мая. И да, дорогие, для вас этот год будет очень мощный в любовных отношениях. Будете ли вы здесь трансформироваться, идти вперед, либо вы будете пребывать в состоянии отсидеться, подождать. Точно так же можно сказать и про финансовый план, здесь и про работу, и про рост, и здесь подключатся точно так же все вопросики от кармических, которые у нас оставались и были нерешенными, да, и до февраля 2026 года еще как раз-таки кармические узлы подсвечивают вопросики, кто я, куда я иду, зачем я иду, и потом уже начнется разворот всей этой пьесы. И, конечно же, тельцы второй декады, Юпитер, когда поменяет знак, он очень быстро, сейчас вот это ко всем тельцам скажу, что Юпитер у нас поменяет знак, и буквально с 30 июня по 12 декабря 2026 года он очень быстро пробежит по знаку Льва, вот буквально меньше, чем за полгода, почти все 30 градусов Льва. И, естественно, все тельцы всех декад почувствуют вот это внутреннее недовольство своей жизнью, как будто мы сидим и ничего не делаем. И я не скажу, что это плохо, потому что наши личные понимания того, куда мы идем, для чего мы идем и как мы действуем вперед, это нам иногда необходимо понимать и стремиться дальше. Если вы смотрите по Солнцу Тельцы третьей декады, это все те, кто родились с 11 мая до знака зодиака Близнецы. Дорогие, у вас, конечно же, здесь финальные аккорды до 26 апреля 2026 года с Ураном, но, тем не менее, изменения в работе, в профессиональном плане, резкий взлет или же падение, обнуление в лучшую сторону, если мы сразу после обнулений начинаем какой-то новый этап своей жизни, мы к этому идем, мы засиделись в старом, и мы в этом понимаем, и нам здесь хорошо, либо же мы остаемся на тех позициях с такой ноткой сожаления и разочарования, потому что Уран все-таки дает такое ощущение, если мы не реализуем весь креатив и творчество, которые есть в наших жизнях. А у тельцов третьей декады я не скажу, что история будет какой-то очень сильно, очень сложной, но когда кармические узлы летом поменяют знак, то кармические вопросики очень резко и кардинально будут, конечно же, во второй половине 2026 года у тельцов третьей декады. То есть здесь квадратуры кармических узлов, сложные вопросики, можно так сказать, по жизни, не совсем простые, будут у вас для того, чтобы сменили вы вектор своей жизни, нашли правильные ответы и движение вперед, чтобы вы наконец-таки определились, каким человеком вы хотите стать, профессиональная сфера, любовные отношения. И поверьте, дорогие тельцы третьей декады, разнообразие событий, конечно же, будет очень сильное, потому что когда вы мне пишете, что у меня в жизни случилась вот такая история, естественно, под гороскопами, либо в личных сообщениях, я, конечно же, верю, потому что 2026 год для нас, для всех будет не меньше, чем кино. То есть это такой большой сериал, и каждый месяц будет нас всех, конечно же, кого-то заставлять двигаться вперед, отказываться от прошлого, менять стереотипы. Но все это только для того, чтобы мы улучшили качество своей жизни однозначно и нашли ответы на все те вопросы, которые мы давным-давно хотим найти. Ответы на свои вопросы, почему у нас столько много проблем в нашей жизни, почему они не решаются. Но все решения у нас будут на поверхности. Нужно будет только начать и делать. Ну что, дорогие, это если коротенько по каждой декаде, если вы смотрите по асценденту, точно также делите 30 градусов знака Тельца на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попал с 1 по 10 градус Тельца, это первая декада. Если же с 11 по 20 градус, это вторая декада. С 21 по 30 градус, это третья декада Тельцов по асценденту. Ну и в конце ролика прикреплю видео асцендент Тельце, если вы хотите просто знать базовую информацию про вас для того, чтобы интересно менять свою жизнь и событийность. Ну что, ребят, поехали. Сейчас буду рассказывать
про каждый месяц, каким он будет для каждой декады Тельца. Он будет для всех интересный, для всех разный, но при всем при этом будут, конечно же, точки соприкосновения, потому что Венера очень активная весь год. Венера ваш единственный управитель, дорогие Тельцы, поэтому будьте готовы к такому очень сильному и мощному эмоциональному фону, когда необходимо двигаться и идти вперед. Ну что, готовы? Поехали! Январь 2026 года очень сильный, очень мощный, яркий и интересный месяц. Буквально уже с начала января мы проснемся с таким внутренним четким осознанием, что нам хочется очень много чего делать, потому что у нас Венера в январе будет в Козероге. Естественно, это и понятно. И буквально со 2, с 3 января у нас начнет складываться оппозиция Юпитера к Венере, которая находится в соединении с Солнцем, с Марсом. То есть здесь такая очень мощная энергия земная, когда нам захочется расти в профессиональном плане, идти вперед, делать очень много дел для того, чтобы как-то улучшить свою финансовую составляющую. Здесь истории будут складываться очень хорошо с точки зрения кармы, потому что благоприятные аспекты к кармическим узлам, движемся вперед, не боимся, не отсиживаемся на скамейке запасных, потому что вот это состояние, настроение продлится у нас весь январь. До 20 января при всем при этом у нас будут складываться, еще подтягиваться там и Меркурий, и вот это все соединяться с Плутоном, при этом при всем гармоничные, потрясающие аспекты с Сатурном, с Нептуном, с Ураном. И да, напряжение будет оставлять лишь здесь Юпитер, ко всему этому добру в Козероге. И весь январь будет желание заработать больше, будет и в отношениях чего-то достичь. Потрясающие аспекты на приобретение недвижимости, потрясающие аспекты для поездок, переездов. Только если они происходят, эти эмоции у вас, да я сейчас всем тельцам говорю, всех декад, потому что здесь задействована Венера, да, естественно, у тельцов 3 декады будет происходить эта история через Уран. Резкие обнуления, бросить все, потому что устали. Устали от ответственности, устали от напряжения. Да? То есть здесь Уран дает очень сильную, мощную окраску. Подождите, не уходите в закат, Тельцы 3 декады. Это будет сделать очень легко. Но зачем оно нужно? Не надо. Будьте аккуратны, будьте спокойны, пускайте в творчество, в работу свой креатив, желание как-то новизны, что-то изменить и резко, да, свою жизнь изменить. Это Тельцы 3 декады. При всем при этом хороший аспект на приобретение недвижимости, точно так же на поездки, переезды, иммиграции в том числе. Выход замуж тоже, если у вас это решение ответственное, тогда оно у вас будет идти под Сатурном. Если вы хотите выйти замуж, жениться, потому что вот так тогда мне станет хорошо, вот у меня уже все в окружении женаты, вышли замуж, а мне захочется тогда. Вот чтобы тоже было как у всех, история как у всех будет очень плохо работать, дорогие, в этом январе, если решение ответственное, если решение, к которому вы шли очень долго, тогда получится очень хорошо, тогда оно будет идти под Сатурном, потому что в январе лучший друг Сатурн будет у всех тельцов. Это ответственность, это грамотное решение финансовых вопросов. То есть и здесь траты, эмоциональные траты по прихоти, потому что так хочется, резкие какие-то покупки будут вести к обнулению. Здесь я не советую это делать, а если это ответственные покупки, ответственные решения, вы понимаете, что вам хочется как-то изменить до 17 до 17 января Венера будет находиться в Козероге. Здесь все зрелые решения будут получаться хорошо. С 18 января Венера перейдет в знак зодиака Водолей. Здесь, конечно же, она будет в узком соединении с Плутоном. Здесь сила действий будет очень хорошо, связи, коммуникации войдут, да, у нас в роль. Но при всем при этом резкая смена имиджа будет не такой интересной, как захочется, но при всем при этом коммуникация
креатив, творчество, движение вперед, работа, профессиональный план будет хорошо. Не советую здесь ругаться со своими вторыми половинками. У меня есть большое видео «Любовный гороскоп», посмотрите, потому что здесь у нас аспекты и Сатурна, и Нептуна, и Урана. И это очень гармоничный аспект, да, то есть Венера в соединении с Плутоном – это аспект большой финансовой стабильности. Если вы включаетесь в работу, да, дорогие тельцы, то это аспекты очень хороших денег. Если вы сидите в страданиях, то эти страдания будут многогранны. То есть, если вы решите работать с психологом и поговорить об этом, тоже хороший момент, но я советую здесь найти профессионала, который будет все-таки не нацелен на то, чтобы вы вышли из отношений, бросили работу, потому что она какая-то деструктивная, но при этом она приносит вам деньги, но где-то вы потеряли вот это удовлетворение, качества в жизни. Если вы объективно понимаете, что в этих отношениях вам хорошо и вы счастливы, но иногда включаются какие-то всплески эмоций и энергии какие-то не туда, и вам хочется выйти из этих отношений, то все-таки здесь найдите качественного специалиста, который вас все-таки будет заземлять к зрелым решениям, не к желанию уйти в закат, потому что потерять получится очень легко в этом январе, а еще в феврале на полном чувстве одиночества, потому что январь будет очень потрясающим при всех аспектах. Но февраль, нету в феврале столько гармоничных аспектов для того, чтобы мы сказали себе, что у нас таки очень получится перепрыгнуть этот момент. Нет, в январе, если мы едины, получится очень хорошо. Здесь в плюс, здесь движение, и здесь не ругаемся со своими вторыми половинками. И здесь, если мы разбираемся в своих страхах, противоречиях, здесь даже Лилит идет в гармоничном аспекте к Венере, понимаете, здесь январь просто шедевральный. Я вообще не помню, чтобы январь у нас был такой очень классный, последние 5 лет точно. Поэтому здесь январь очень хороший, очень располагает к движению вперед. И да, в конце января у нас, конечно же, происходит вот это самое интересное событие. Нептун у нас 26 января меняет знак, переходит в знак Овна. И здесь, дорогие, мы понимаем, что наши эмоции уже не будут такими спокойными, вот как в рыбах, когда он был, да, здесь эмоции начнут бушевать, и мы начнем действовать сразу. Конечно же, следом за ним у нас февраль, и в феврале в ночь с 13 на 14 у нас еще и Сатурн меняет знак, у нас Сатурн тоже входит в Овна, и здесь наши действия, наша ответственность будет более дерзкая, более показательная, да, по-овновски мы начнем проявлять свою ответственность. Я не скажу в какой-то момент, что это как-то плохо. Тельцам первой декады будет очень хорошо понятна эта энергия. Тельцам второй декады будет казаться слишком быстро и захочется сказать, можно помедленнее. Ну, конечно же, если в вашей натальной карте не активен Уран. Тельцам третьей декады будет нормально, потому что более все-таки воздушные, более уже близнецовская энергия, но тоже все-таки от года зависит, да. А так, февраль, конечно же, дорогие, хочу сказать, что февраль не настолько мощен аспектами. Все-таки у нас в середине февраля Венера входит в знак Рыбы, и это состояние для всех тельцов будет по большей части такое эмоционально, да, при всем при этом Венера в квадратурах с Лилит, когда будет казаться, что как-то страшно, как-то вот здесь захочется вот так желание немножечко в депрессию впасть, да, но при всем при этом по-разному будут чувствовать тельцы каждой декады. Тельцы первой декады будут понимать, что у нас нет времени для депрессии, и состояние эмоциональные, которые будут складываться в любовных отношениях, все равно будут толкать двигаться вперед, развиваться, зарабатывать деньги, потому что все-таки здесь у нас, дорогие тельцы первой декады, еще и Плутон с Водолея делает квадратуру, который нацелен на то, чтобы вы за ближайшие 5 лет произвели свою личную революцию, движение вперед. И это история развития бизнеса, расширения в финансах,
то есть ваша абсолютная самостоятельность и умение реализовываться в кризис, и не сидеть, не ждать лучшего момента, да. И для тельцов первой декады это такое мощное движение вперед. А тельцы второй декады здесь не унываем в состояниях. У тельцов второй декады здесь все-таки в феврале, почему так рассказываю мощно про февраль, потому что с 17 февраля, дорогие, у нас коридор затмений, между прочим, включается. И да, у тельцов второй декады в феврале Юпитер будет идти в ретроградном движении по рака второй декады, и здесь Юпитер будет давать оптимизм, движение вперед, и будет ощущение, что нужно включиться, и на такой эмоции, энергии вы войдете все-таки в коридор затмений. И я считаю, это хорошая такая история, нотка движения вперед, включиться в 2026 год. Тельцы третьей декады, конечно, дорогие, у вас здесь еще Уран. И коридор затмений с 17 февраля, конечно же, включится еще на квадратуре Солнца с Ураном. Влиять будет на тельцов третьей декады, конечно же, очень сильно. Здесь такой апогей, я хочу сказать, будет для тельцов третьей декады. Выходите ли вы из тех отношений, которые у вас есть, либо вы за них держитесь, но весь ваш уровень свободы, креатива, творчества вы хотите проявить все-таки в работе, в карьере, в реализации. Потому что здесь такой очень мощный момент 17 февраля. У нас, конечно же, коридор затмений, он у нас начинается. Это растущий лунный цикл, это новолуние. То есть у нас здесь Солнце в соединении с Луной будут в знаке Водолея. Это очень свободолюбивый знак, знак анархии, можно это так сказать, но при всем при этом Солнце в соединении с Луной будет в квадратуре с Ураном, и это масло масляное. То есть здесь зашкаливающее чувство свободы, чувство такой человечности, даже с каким-то перекосом в такое состояние, когда мне хочется уйти в закат, бросить всю ответственность, да, с чувством справедливости и несправедливости, либо здесь кто посильнее, конечно же, внутреннее такое состояние, сделать что-то эдакое в своей жизни, в работе, максимально себя проявить. Я не хочу сказать, что вот второй вариант, он плохой. Я всегда за то, чтобы мы всю нашу нереализованность постарались монетизировать, потому что когда мы ругаемся в отношениях, выходим из них, у нас остается такой долгий след одиночества, что ли, такого внутреннего состояния, когда мы не можем с этим справиться. Не надо так делать, себя нужно все-таки любить, но на момент этого коридора затмений Венера будет в знаке Рыбы, в квадратуре с Лилит, и эта история такая очень такая сложненькая, да, но при всем при этом гармоничные аспекты будут к тельцам второй декады, но при всем при этом вопросики, большие вопросики, так ли я живу, будет внутреннее состояние, что я как-то несчастен. Поэтому здесь тельцы второй декады, будьте аккуратны во всех сказанных слов, что вы хотите сказать, потому что этот коридор затмений будет для вас очень эмоциональный, именно в любовных отношениях. Если же вы свою вторую половинку будете винить в отсутствии своей финансовой стабильности, конечно же, получится очень хорошо обвинить кого-то, но правды мало кому добавить, да. Идем дальше. И что у нас еще? У нас еще в этот, конечно же, интересный период коридора затмения включается ретроградный Меркурий, тоже в Рыбах. Ретроградный Меркурий с 26 февраля включается в соединении с Венерой, поэтому это касается всех тельцов, всех декад. Конечно же, что нам захочется сделать? Если мы включаем креативность и творчество на максимум в своей жизни, тогда получится хорошо. Максимально договариваемся, максимально чувствуем, сканируем ситуацию, потому что ретроградный Меркурий в Рыбах, когда нужно говорить те самые нужные слова для того, чтобы не поругаться, особенно если в вашей жизни есть очень много тех самых приятных, счастливых моментов, которые бы хотелось, чтобы у вас было еще больше. Имейте тот самый уровень ответственности, потому что на период включения ретроградного Меркурия Луна в квадратуре с Сатурном, поэтому здесь будьте ответственны. Ну и, конечно же, Луна в квадратуре с Нептуном. То же самое, эмоции будут зашкаливать.
а эмоции у нас уже дерзкие, поэтому здесь будьте аккуратны во всех наших эмоциях, дорогие тельцы, вообще всех декад. Эмоциональная будет весна начнется. Конечно же, эмоционально начнется конец февраля, в коридор затмений будет, ух, какой сильный. Коридор затмений заканчивается у нас 3 марта. При всем при этом сохраняется еще ретроградный Меркурий, да, при всем при этом у нас еще целый март, да, будет послевкусие ретроградного Меркурия до середины марта уж точно. Ну, закончится он у нас-то 20-21, когда у нас включится весеннее равноденствие, и включится, естественно, это очень мощный, сильный период, включится новый астрономический год. Солнце переходит в первый градус Овна 21 марта, естественно, да. И что у нас? Такой сильный месяц, когда у нас Лилит очень активная, и через ретроградный Меркурий будет влиять, конечно же, на первую и вторую декаду Тельца, на третью декаду Тельца влияет Уран. Влияет Уран, но при всем при этом в гармоничных аспектах с Сатурном, с Нептуном. И тем не менее, дорогие, с Плутоном, хоть и далекая аспектация, но все-таки это работает. Юпитер, который во второй декаде Рака, конечно же, дает позитив тельцам второй декады. И если вы в этот период времени путешествуете, учитесь, устраиваете себе командировки, в профессиональной сфере идете в рост для того, чтобы свою социальную жизнь улучшить, потому что Юпитер – это социальная планета, то это очень хорошее время будет для вас, дорогие. Если вы топчетесь на месте, то это будет момент противоречий. Тельцы второй декады, у тельцов третьей декады, здесь, дорогие мои, Уран, нового ничего не скажу, только движение вперед, в новизну, разрушаться будут старые моменты, и 26 апреля 2026 года как раз-таки этот момент станет очень сильно ярким. И да, мы идем дальше. У нас март остается таким послевкусием, потому что коридор затмений заканчивается 3 марта. И у нас, понимаете, до 21 марта убывающий лунный цикл – это такое послевкусие. Все то, что мы начнем в коридор затмений, очень активно продолжится после него до окончания лунного цикла. И да, 21 марта у нас солнышко переходит в знак Овна, Солнце в соединении с Нептуном, с Сатурном, очень хорошая аспектация, вообще, в принципе, движение активности вперед. Даже Плутону будут активная вот эта эмоция, энергия. Плутон будет вот так поддевать тельцов первой декады развиваться, идти вперед. Тельцы второй декады, ну, дорогие мои, кармические узлы не подкидывают пока вам таких сложных вопросиков. Здесь только вот такой оптимизм от Юпитера. Включайтесь с ним, двигайтесь вперед, но при всем при этом в марте Венера будет в квадратуре с Юпитером, поэтому внутреннее недовольство своим уровнем жизни будет, конечно, очень сильным периодом, который заставит двигаться вперед. Не разрушайте отношения, опять-таки, в этот период, потому что аспект очень короткий, очень быстро получится наговорить лишнего и потом сожалеть. Не надо так. Лучше трансформировать свое недовольство в свои действия, и тогда будет получаться очень хорошо. Идем дальше, и апрель. Апрель, дорогие, я хочу сказать, что очень такой активный период. Здесь даже и Уран у нас позитивный, Уран позитивный, но при всем при этом в апреле, с конца марта, с последних денечков марта у нас Венера переходит в знак Тельца. И, естественно, она сразу встает в квадратуру с Плутоном. Очень сильно будет ощущать начало апреля тельцы первой декады, финансовая составляющая, любовные отношения, вопросики там. Не надо ругаться, движемся вперед. Получится очень хорошо двигаться вперед, если не эмоционировать. Если в продуктивность идти, тогда апрель не будет такой сложный. Апрель тогда, наоборот, покажется таким местом,
в котором нам хочется двигаться вперед, более-менее спокойно, стабильно, да, по крайней мере, пока тельцы не отметят свой день рождения. Можно так сказать, вот до 20 апреля будет такая более-менее спокойная ситуация на небе, и здесь, можно сказать, такой некий отдых, что ли, для тельцов. Если вы умеете, конечно же, с аспектом Венера-Плутон жить, тогда вы понимаете, что здесь вообще все хорошо. Если вы будете чувствовать напряжение, тогда, дорогие, договаривайтесь. Аспект ведет к хорошему прочному союзу, либо же к расхождению взглядов. Но я всегда о том, что нужно поговорить, договориться. И очень часто, к сожалению, люди расходятся, не поговорив, и не сказав, что для них важно. И да, важные моменты очень сильно начнут складываться у нас к концу апреля. Так хочу сказать, что на небе плюс-минус несложные аспекты. Середина апреля у нас вообще очень классная будет. У нас к середине, к 15 апреля Меркурий, Нептун, Марс и Сатурн находятся в соединении. Все это в Овне, все это в гармоничных аспектах к Урану, который еще в Тельце третьей декады. При всем при этом это очень хороший, такой мощный стимул, толчок движения вперед к Тельцам третьей декады. Точно такая же вот эта вся история делает гармоничные аспекты к Плутону, который при всем при этом заставляет двигаться Тельцов первой декады. Это все в гармонии, понимаете? Вы мне скажете: Жень, почему всегда у нас все напряженно? Почему только про напряжение? Вот говорю про очень мощные активные аспекты, но да, к сожалению, мы люди, и мы всегда начинаем действовать, когда напряженные аспекты к нам стучат в дверь. Поэтому у тельцов первой декады через напряжение Плутона будет идти вот эта мощная развертка, а это как раз-таки покупка недвижимости, становление себя как личности, новая работа очень хорошая, активная. И у тельцов первой, у тельцов третьей декады, да, у вас такие очень мощные аспекты вот этого стелиума на вас будут работать, поездки, переездки, командировки, все что угодно. Меняете ли вы какой-то момент своей жизни, место своей дислокации, место жительства? Это новая страна или это более благоустроенный район? Все будет зависеть от вас. Скажите: а где тельцы второй декады? У вас аспект Юпитера по-прежнему, но вот так вот очень медленно идет по знаку рака. И здесь Юпитер, конечно же, будет вас, глядя на других людей, которые вас окружают, двигаться вперед. Это такой очень хороший такой момент, аспект, даже, можно сказать, зависти где-то, потому что обратная сторона Юпитера – это когда мы смотрим на кого-то, и мы хотим так же. Просто у всех работает это по-разному. Кто-то со злостью на это смотрит, а кто-то включает такую нормальную внутреннюю корреляцию, когда так, кто-то достиг, мне бы тоже хотелось. И это уже та зависть, которая работает в плюсе. По факту нет белой и черной, да, есть только то, как мы своими эмоциями распоряжаемся и как мы идем вперед. И я все-таки за то, чтобы смотреть на кого-то и понимать так. И если для нас этот человек очень важен, и мы на него смотрим, то мы как минимум хотим либо так же, либо мы так не хотим. Мы четко понимаем свои эмоции и идем вперед. Поэтому здесь тельцы второй декады. У вас, я хочу сказать, что первую половину 2026 года все-таки под Юпитером. И здесь понимаете, что если вы на кого-то очень долго смотрите, то, возможно же, вам хочется так же. И так и начинаете что-то делать, двигаться вперед. Конечно же, у вас будет план другой, у вас будут и мечты другие, и это нормально. Но в принципе, если нас задевает какой-то другой человек, значит, и есть в нем то, что нам бы тоже хотелось. И идем дальше. 26 апреля у нас Уран выходит из знака Тельца. И здесь тельцы, конечно же, все скажут спасибо, потому что все-таки обнуление, резкие изменения – это не то, к чему мы все идем в своей жизни, особенно когда мы строили семью, либо делали жизни очень много лет, да, но нам приходится очень сильно и очень много прикладывать усилий для того, чтобы то, что мы строили очень долго, не рушилось просто так, да. Поэтому здесь, конечно же, будут какие-то моменты, связанные с облегчением, но, дорогие, у нас Уран выходит из Тельца в Близнецы, при этом в соединении с Венерой, единственным управителем Тельцов
И это все на квадратурах к кармическим узлам. Поэтому Уран хоть и поменял знак, но он еще оказывает вот это влияние, и оно продлится у нас еще, я хочу сказать, и в мае. Вот такое ощущение, хотелось бы нам, конечно же, от него отойти, да, но мы вхожи в май, и до самого мая, вот эту недельку у нас Венера еще будет в квадратурах к кармическим узлам, то есть нужно таки очень аккуратно делать свои действия, естественно, больше добра, уходить от негатива в своей жизни. Плюсом у нас май, хотелось бы сказать, май абсолютно, да, тельцовский месяц. Хотелось бы сказать, что как-то вот у нас будет очень легко и просто, но нет. После того, как распадутся аспекты с кармическими узлами, у нас Венера будет в оппозиции с Лилит. Да, мы не очень любим этот аспект, а Лилит у нас находится в Стрельце. Это проверка нас гордыней, проверка нас связями, контактами, потому что Венера в Близнецах, проверка нас на сказанные слова, действия, отношения, контакты, то, как мы относимся к людям, то, как мы относимся к обществу. Можно сказать, что мы не социальные, но если мы смотрим этот гороскоп и оставляем комментарий, то нам уже как минимум интересно мнение общества, да, и как мы в нем проявляемся. И это такой, знаете, большой объемный период времени, и это, можно сказать, таки май. Плюсом у нас 6 мая у нас Плутон традиционно уходит в ретроградное движение, да, он у нас до 16 октября 2026 года будет в ретроградном движении, плюсом, естественно, у нас в тот период будет ретроградная Венера, понимаете, да, насколько такой мощный, объемный период времени для нас, для всех. Плюсом, конечно же, такой штормящий период, который на тельцов будет оказан, у нас Уран встает точные квадратуры кармическим узлам, да, 6 мая. И, конечно же, Уран будет влиять не напрямую на тельцов, но на всех других людей. То есть если в вашем окружении есть близнецы, стрельцы, близнецы первой декады, стрельцы первой декады, рыбы первой декады и девы первой декады, тогда, конечно же, тельцы, вы ощутите, что этих людей будет штормить в напряженных аспектах Урана, да, у них будут такие сложные кармические вопросики по жизни, тогда вы, конечно же, будете ощущать. Напряжение Урана будет длиться до 13 сентября, то есть прекрасно понимаем, на 4 месяца вот это напряжение Урана, то есть и на те знаки, которые я перечислила, будет оказываться напряженное, негативное влияние, когда мы захотим как-то действовать по-новому, но идти будет нелегко, будет сложно. Это возможные проблемы с интернетом, обнуление, обрушение в профессиональном плане, смены работы у этих людей. И если они находятся в нашем окружении, то мы, естественно, их понимаем, и нас, естественно, тоже будет штормить. Если же в вашем окружении таких людей нет, тогда будет легче и проще, да, но если они есть, тогда со всем пониманием и принятием. И да, май у нас, я не скажу, что он такой будет очень сильно-таки легкий, да, потому что вторая половина мая как раз-таки Уран будет в точной оппозиции складываться, но при всем при этом Венера у нас в начале мая в оппозиции, начало-середина мая в оппозиции с Лилит, потом у нас послевкусие, и да, вторая половина мая у нас Венера в знаке Рака с 19 и при всем при этом в квадратурах к Сатурну и Нептуну. То есть и здесь история такая очень большая, очень такая приземленная, при всем при этом семейные ценности, семейные заботы, как нам хочется расширить семью, как нам хочется внимания, как нам хочется действий продуктивных, нам хочется эмоций, нам хочется любви. И здесь главное не уйти в те реалии, в которые бы нам уходить не хотелось бы. Дорогие тельцы всех декад скажу, потому что влияние на Венеру будет очень эмоциональное через Нептун.
это конец мая, да, не уходить в иллюзии, потому что захочется. Уходить в работу, в бизнес, в действия — хорошая история, потому что Венера в гармоничных аспектах с Марсом — это действия, реальные действия на пути деньгозарабатывания. При всем при этом даже напряженный аспект Плутона к тельцам первой декады будет хорошо работать, идти в деньгозарабатывание, будет складываться потрясающе, да. Тельцы второй декады, у вас это будет история в июне, связанная все-таки с Венерой, да. У тельцов третьей декады Юпитер работает из знака Рака, поэтому здесь любовные отношения, семья, захочется кому-то обзавестись ребеночком, расширить семью, потому что эмоций будет много. Нептун всегда дает нам те эмоции, которых уже не хватает, как правило, для двоих людей. И хочется еще какое-то эмоциональное событие. Рождение ребенка — очень хорошая история. К этому всегда ведет, конечно же, приобретение, увеличение жилплощади, да. И эта история будет разворачиваться в июне у тельцов третьей декады в том числе, либо такое чувство одиночества в том числе. Но я не про это, как обычно, да, любовный гороскоп будет в конце этого видео. Посмотрите, как все негативные аспекты нашей жизни можно скомпенсировать и направить в нужное для себя русло. Тем более, если вы понимаете, что вам с этим человеком классно, не уходите в разрушение. И да, вот такой будет неоднозначный май. Я не могу сказать, что он закончится как-то очень сложно. Вторая половина, 20 числа, Венера в квадратуре с Сатурном, очень такой момент, который продлится еще и для тельцов второй декады, очень сильный. Четкие и честные ответы себе, какой я хочу увидеть свою жизнь в финансовом плане, в материальном плане, свой уровень жизни, недвижимость, жилплощадь, работа, карьера, статус. Если мы идем вперед, все делаем для того, чтобы у нас получилось, тогда получается. Если мы выпадаем в какую-то историю страданий, здесь не надо в это уходить. Здесь нужно таки четко для себя понимать, потому что движение вперед, и у нас в июне Венера будет в соединении с Юпитером. Очень хороший аспект, очень хороший аспект. И вот у нас буквально с 3 июня Венера начинает в Раке соединяться с Юпитером. Аспект очень хороший, ведет к увеличению благосостояния, если мы, конечно же, действуем, движемся вперед, если мы развиваемся, если мы расширяем семью, занимаемся вопросами семьи, своих семейных ценностей, получится очень хорошо, если ради семьи, то есть мы приобретаем недвижимость, хотим решить свои жилищные вопросы, потому что Юпитер в Раке — это тоже история, которая меняет очень так хорошо финансовую составляющую, все, что улучшает качество жизни семьи, это очень хорошие моменты. Все, что связано с поездками, путешествиями, командировками, да, хорошо. Если это принесет финансовый достаток в вашу жизнь, я только за, здесь очень хороший момент. Если вы в семью отправитесь в отпуск, очень хороший период. Точно так же это июнь 2026 года. И здесь Венера в соединении с Юпитером. Очень хороший аспект. Венера с Юпитером еще в аспекте к Урану. То есть это гармоничный аспект, когда вы замахиваетесь на нечто большее. И весь июнь у нас будут вот такие тенденции движения вперед. Я хочу сказать, что только в плюс, только вперед. И да, вторая половина июня, конечно, у нас Венера переходит в знак Льва, при этом становясь в оппозицию с Плутоном. Это аспект, который повлияет на всех тельцов. В очень мощных и резких движений на тельцов первой декады, потому что с 30 июня туда подключится еще Юпитер, будет Юпитер в оппозиции с Плутоном, и это будут квадратуры к тельцам первой декады, движение вперед, рост, карьера. Но у тельцов первой декады эта история включится с любовных историй, с выяснения отношений. Кому-то захочется выйти замуж, жениться. Хорошая история. Но при всем при этом очень такая, знаете, амбициозная, дерзкая, возможно, даже разрушающая, если вы не умеете жить с аспектом
Венера-Плутон. Вообще по умолчанию аспект Венеры в оппозиции с Плутоном – это аспект разрушения отношений. Но если вы с рождения с этим аспектом живете, то вы понимаете, что это большой мощный всплеск эмоций, на которых вы начинаете усложняться в работе. То есть вы эмоции направляете на движение в карьере, на заработок денег, потому что эти отношения вас выводят на такие осмысления, осознания, да, как говорится, лучший брак и семья складывается у тех людей, у кого максимально совпадают травмы, да, и психотравмы в жизни. Это правда так. Если у вас, у вашего партнера Венера находится в напряженном аспекте с Плутоном, то вы, когда выясняете отношения, словите себя на мысли, для чего вы выясняете отношения. Вам обоим просто нужно повысить качество своей жизни, то есть выйти на другой уровень финансов и достатка, и тогда у вас все в жизни будет хорошо. А так-то вам в жизни вместе классно. Так и вот, вторая половина июня – это аспект Венеры с Плутоном. Либо вы расходитесь в отношениях, кто-то из вас слабее, кто-то из вас сильнее, или вы не хотите в этом разбираться. Если же вы понимаете, что вы оба сильные личности, тогда вы та пара, которая можете и бизнес вместе строить, расти активно, при всем при этом вы понимаете свои минусы и плюсы, но друг от друга не отступитесь. И я всегда за то, чтобы пары держались друг за друга, но статистика разводов мировая показывает совершенно другое. Идем дальше. Хороший аспект Венера-Плутон для деньгозарабатывания, потому что на этом аспекте у нас во второй половине июня будет гармоничный аспект Урана и Нептуна. Это аспекты эмоциональные, на поездки, переезд, на развитие в творчестве, креативе, какие-то новые действия в своей работе, профессиональной деятельности. Либо это такой вот уход от своей ответственности, которую не хотелось бы решать, но до ответственности ухода не дотягивает. Все-таки здесь очень большой мощный всплеск движения вперед. Это я сейчас всем тельцам говорю, потому что Венера управляет всеми. И да, у нас 30 июня очень мощный период, который мы все прочувствуем. У нас Юпитер меняет знак, переходит в знак Льва и становится в оппозицию с Плутоном. И у нас на 2 ближайших месяца до конца августа на небе будет оппозиция Юпитера с Плутоном, аспект миллиардеров в напряженном ключе. Все астрологи любят говорить, что аспект миллиардеров – это когда Юпитер в гармоничном аспекте с Плутоном. Это трин, как правило, или секстиль, и тогда все складывается, и деньги как-то сами текут. Все миллиардеры и миллионеры прекрасно знают, что деньги сами вообще ни разу в жизни не притекли, да, поэтому здесь история, конечно же, больших амбиций, больших эмоций, но мы совсем справимся, потому что здесь потрясающий аспект Урана, Нептуна, когда мы движемся вперед. И здесь, конечно же, наши амбиции, наше эго, наша гордыня, наша зависть. Покопаемся ли мы во всем этом напряженном и пустим ли мы это в свое русло развития, будет все зависеть, конечно же, от каждого из нас. Я за то, чтобы мы с этим разобрались и пошли дальше. И у тельцов всех декад вообще-то это должно получиться. У тельцов первой декады вообще на этот период 2 месяцев очень мощное движение вперед через Плутон. Через Плутон плюс, естественно, Плутон будет заставлять как-то разрушать старое, поднимать свои эмоции на новый уровень в бизнесе, в работе, в деньгозарабатывании, да. У тельцов второй декады эта история, конечно же, будет идти через и Лилит в том числе, потому что у нас Венера в трине с Лилит будет наши страхи. То есть если тельцы второй декады в своих страхах, переживаниях, в своем желании жить хорошо, разберутся, как они хотят в своей профессиональной истории, развитие в обществе, социальном статусе, то получится очень хорошо этот период летний, который у нас сложится июль и август, но все-таки по тельцам второй декады буду рассказывать еще далее. У тельцов
третьей декады, ребята, у вас складывается такой очень сильно мощный период. Конечно же, Плутон с Юпитером будут давать гармоничный, да, аспект, но при всем при этом у нас в конце июля у нас кармические узлы меняют знаки. И, конечно, с 26-27, да, все зависит от того, в каком полушарии вы находитесь. У нас кармические узлы меняют знак, переходят во Льва, Водолея и дают, конечно же, кармические вопросики тельцам третьей декады. Кармические вопросики такие сложные, мощные, фундаментальные. Здесь, конечно же, в аспекте с Лилит этот момент такой очень сильный, если вы разберетесь своими страхами, почему вы не идете вперед в развитии, да, здесь нужно где-то убрать свое вот это вот такое горделивое вот это вот чувство, да, здесь нужно будет ускориться, да, такое, знаете, состояние напыщенности где-то вот такое вот убрать внутреннее, которое вот идет от льва, да, такой львовской энергии, но более ускориться, пойти такую водолейскую внутку, в движение вперед, нацеленное на будущее. То есть убрать тельцы, да, сейчас отгадку вот этих кармических вопросиков, да, которые будут давать загадку тельцам третьей декады, да, то есть здесь убрать такой фокус себя, в плане горделивости, наслаждениями с собой, но здесь пустить фокус в свое будущее, максимально таки понять и расставить ориентиры в своей жизни, а каким вы хотите видеть свое будущее, и таки пойти в движение, в рост развития, потому что здесь, конечно же, захочется быстро пойти в новое, но вот эта история с Ураном не даст пойти быстро в будущее, да, потому что Уран кармическим узлам все-таки будет делать квадратуры, и это история, которая будет немножко замедлять этот процесс. Если где-то получится выстрелить резко на хайпе, то результат, конечно, Уран будет давать такой не всегда тот, который мы рассчитывали. Понимаете, я о чем говорю? Ну и да, дорогие, мне пора уже очень сильно ускоряться. У нас следом после этого интересного лета в августе у нас коридор затмений. Под финал этого лета с 12 августа у нас включается коридор затмений во Льве. Коридор затмений во Льве. И эта эмоция, это настроение продлится, конечно же, у нас по 28 августа у нас будет коридор затмений. Это опять-таки растущий лунный цикл. Как он пройдет на каждую декаду Тельца? Ну, ребята, хочу сказать, что по большей части очень мощный эмоциональный будет. Помните, я говорила, вернусь к Тельцам второй декады. Это будет период для вас, Тельцы второй декады. Этот коридор затмений будет очень сильный для вас. Также он будет очень яркий, интересный для Тельцов, конечно же, третьей декады. У Тельцов первой декады здесь история связана с большим мощным глобальным развитием и движение, конечно же, от аспекта Юпитера с Плутоном. Здесь только профессиональная история, профессиональный рост, большой заработок, большие деньги. Тельцы второй декады, здесь, конечно же, любовь, семья, все вопросы в отношениях, связанных с этим. И да, то, как вы пройдете этот период, будет зависеть, конечно же, ваш профессиональный рост, связанный с публичностью, с открытостью, с ростом, с большим мощным периодом вашей жизни. И здесь, конечно, мне хочется сказать, дорогие, что как-то надо вот здесь этот момент своей жизни немножечко ускорить, что ли, но нет, его нужно наоборот посмаковать, прочувствовать, максимально честно себе подойти в этот период, ответить, не уходить в иллюзии, потому что на период начала этого коридора затмений, да, у нас Венера будет в оппозиции с Нептуном, а это аспект иллюзий. Понимаете, здесь будьте душевны в своих любовных отношениях, говорите со своей семьей, со своими вторыми половинками честно, потому что только честность помогает в этом разобраться. И да, Тельцы третьей декады у вас, ребят, я хочу сказать, что вопросики кармических
узлов будут движения вперед, развитие, потому что Марс в гармоничном аспекте будет нацелен на то, чтобы вы двигались вперед. Двигайтесь вперед, и кармические задачи, вопросики, которые будут у вас в жизни, они будут решаться быстро. Не закладывайте это все в долгий ящик, не уходите в какие-то иллюзии, напряженные моменты. Захочется недосказать, захочется как-то умолчать, потому что у нас в этом, понимаете, коридоре затмения у нас еще и под конец коридора затмения у нас еще и Меркурий встанет в квадратуру с Ураном, да, когда нам захочется вот резко наговорить, высказать, выйти из отношений, поругаться. Не надо так делать. Не надо так делать в этом августе, это будет ни к чему. То есть это такой мощный момент времени, где каждый телец своей декады поймет, куда все-таки двигаться вперед. И вот у нас сентябрь. Все по классике у нас 11 сентября ретроградный Уран включается. И я не могу сказать, что это какой-то будет момент очень сильно сложный. Он будет в гармоничных аспектах, уйдет в ретроградное движение. Все по плану в сентябре, он будет в Близнецах. При этом гармоничный аспект к Меркурию, договариваемся, к Нептуну гармоничный аспект к Плутону. Движемся вперед на прошлых своих не сделанных эмоциях, желаний свободы реализуемся, и получится тогда хорошо. И да, дорогие, у нас уже сейчас мы начинаем понимать, движемся к периоду ретроградной Венеры. У нас как раз-таки с момента включения ретроградного Урана Венера с 11 сентября переходит в знак зодиака Скорпион, становится в точную квадратуру с Плутоном, и 2 этих недельки до периода ретроградной Венеры, а ретроградная Венера у нас включается 3 октября. Венера у нас будет в Скорпионе и в напряженном аспекте с Плутоном. Она, конечно, потом откатится, уже не будет точной квадратуры к Плутону, но она будет соединяться с Меркурием, который будет в Скорпионе, да, и он будет делать эту квадратуру с Плутоном. Поэтому, дорогие мои тельцы, сентябрь, вторая половина сентября и октябрь. С 3 октября у нас включается период ретроградной Венеры. Здесь у нас квадратура с Плутоном, квадратура с Марсом. Марс в оппозиции с Плутоном, аспект силы, когда мы либо разрушаем свою жизнь, либо начинаем строить бизнес, ускоряться вперед, понимаем, что нам не хватает тех денег, которые были у нас в жизни, и мы идем вперед, движемся дальше, но при этом не ругаемся. Момент шторма для любовных отношений вообще для всех тельцов. Естественно, потому что ваш управитель находится в такой мощной, я бы так сказала, энергетической ситуации. При всем при этом, да, дорогие, у нас с 13 сентября у нас Лилит меняет знак из уже Стрельца. Смотрю, но не могу сказать, переходит в Козерог, а значит будет делать трин к Тельцам первой декады. Поэтому повышенное такое чувство тревожности будет. Но это гармоничный аспект. Разбираемся в своих тревогах, в том состоянии, когда нам хочется сказать: все, мне эти отношения уже надоели, я не хочу вот этого всего, я хочу уйти. При всем при этом Уран в гармоничном аспекте к Марсу, в гармоничном аспекте к Плутону, при всем при этом очень много аспектов. Очень сильный эмоциональный период, конечно же, для всех тельцов. И, конечно, у нас этот период складывается, конечно же, с чем еще? Движемся дальше, у нас включается период ретроградного Меркурия. Думаю, пропустила? Нет, не пропустила, конечно же. С 24 октября у нас ретроградный Меркурий, который тоже в Скорпионе, естественно, да. И в этот момент Венера укатывается от Скорпиона, и 25 октября она возвращается в знак Весы. В абсолютно хороший период для всех тельцов, когда вот уже не чувствуется такая стряска, да, при всем при этом Венера по-прежнему в квадратуре с Плутоном, но еще несколько денечков, да, и Венера уже не будет в точной квадратуре, да, то есть в ноябре все-таки будет попроще и полегче, поэтому, дорогие тельцы, вот весь октябрь – это такой максимальный момент шторма в любовных отношениях и в финансах, поэтому здесь
Не тратьте деньги по пустякам, будьте максимально бережливы, да. В отношениях тоже бережное отношение к партнеру, потому что будет такое очень сильное влияние на вас. Идем дальше. Ноябрь. В ноябре Венера в гармоничных аспектах все-таки к Юпитеру, к Марсу, к кармическим узлам. Венера в весах, хоть и ретроградная. И да, у нас на небе ретроградный Меркурий в Скорпионе. Но чего уж там говорить, ретроградный Меркурий в Скорпионе, просто договариваемся, это сильные сделки, это сильная коммуникация с людьми, у которых большие деньги, учимся жить по-новому, выдерживаем сложные отношения, и все у нас будет хорошо. Меркурий – это единственная планета, которая любит сложности, поэтому при всем при этом, дорогие, не боимся, движемся дальше. Заканчивается период ретроградной Венеры у нас 14 ноября. При всем при этом, да, разворачивается и дальше идет. Период ретроградного Меркурия у нас заканчивается вот прям в один день с ретроградной Венерой. Сначала выключается Меркурий, потом через несколько часов выключается Венера ретроградная в середине ноября. И да, мы идем дальше. Ноябрь у нас такой, я бы сказала, мощный, потому что у нас здесь кармические узлы, Юпитер в соединении с с южным кармическим узлом. Здесь у нас Сатурн в квадратуре с Лилит. И эта история такая, знаете, когда нам страшно брать ответственность в свои руки, да, но это всего лишь страхи. Это всего лишь страхи, страшно расти, страшно двигаться вперед. Особенно эти страхи будут у тельцов первой декады, потому что будет оказано влияние очень сильное на вас. Тельцы второй декады, у вас этой истории, ребята, не будет, девчата, не будет. Но у тельцов второй декады здесь коммуникация, потому что в период ретроградного Меркурия, если начудили, договаривайтесь, потому что Меркурий уже не ретроградный. Будет страшно подойти и извиниться, не бойтесь, потому что Меркурий все-таки в гармоничном аспекте с Лилит, но этот момент все-таки нужно пройти, договориться, подойти и, то есть испорченные отношения направить в нужное русло. Понимаете, я о чем говорю? Тельцы третьей декады, дорогие. Здесь, конечно же, вот тот самый аспект оппозиция, да, кармических узлов и Юпитера. Здесь недовольство своей жизнью, испорчена она на этот период времени остается или нет. Или вы, наоборот, идете в свой профессиональный рост, развитие, все, что связано с Юпитером, обучение, развитие, поездки, переезды, улучшение качества своей жизни путем знаний, профессионального роста, социального роста. Или вы считаете, что вам это все не нужно. Я всегда за то, чтобы говорить в своей жизни «да», тогда и возможностей больше. Вот такой будет ноябрь. Ноябрь сильный, очень интересный. Какой у нас будет декабрь? Декабрь будет яркий. Декабрь будет яркий. Подведение итогов, да. Что сложится для каждого вообще с декады тельцов? Здесь вообще, в принципе, аспекты такие, знаете, послевкусия. У нас заканчивается ретроградное движение у Сатурна и Нептуна, который началось в июле, да, классическая история в декабре. 10 декабря заканчивается ретроградное движение Сатурна, 12-13 декабря у Нептуна, но при всем при этом у нас 12 декабря у Юпитера включается ретроградность. То есть понимаете, что с 30 июня по 12 декабря Юпитер был все это время, проскочил просто знак Льва. Все градусы знака Льва. Понимаете, дорогие тельцы, да, то есть влияние, конечно же, такое очень сильное, очень мощное было тоже оказано, очень быстрое тельцам. И здесь при всем при этом такое внутреннее чувство недовольства. И с 12 декабря Юпитер пойдет назад. То есть это возвращение ко всем нашим историям, где мы были немножечко не согласны, где мы хотели как-то по-другому себя повести в профессиональном плане. И здесь, дорогие тельцы, по праву можно сделать итог 2026 году. Да? Хочу сказать, что неоднозначно будет 2026 год, однозначно будет. Все те, кто идут вперед в профессиональном плане, есть свои моменты роста, плюсы и минусы. Рассказала, как минусы
направить в нужное русло, да. Год однозначно яркий, мощный, творческий, активный, бизнесовый, для финансов, для денег, для роста, для приобретения недвижимости, 100% так, для профессиональных свершений и для решения личных вопросов, для выяснения любовных отношений, построения отношений. Очень хороший период. Не уходим в агрессию, не ругаемся, потому что очень легко получится все-таки разойтись. Период ретроградной Венеры такой будет сложненький, потому что в декабре, все-таки в декабре мы опять же сложимся. То есть декабрь у нас опять Венера в Скорпионе и в квадратуре с Плутоном. Поэтому декабрь мы будем опять наступать на те же грабли, которые у нас были в октябре и в сентябре в наших отношениях. Поэтому здесь, дорогие, понимайте, что каждый месяц он по-своему интересный, сложный, разный. Конечно же, будут еще гороскопы для каждого знака, да, помесячно, поквартально, да, как я записываю на 3 месяца, и вы любите планировать. Но тем не менее, если такой большой итог для каждой декады Тельца, то Тельцы первой декады. У вас, конечно же, дорогие мои, большой рост. Все планеты будут оказывать на вас влияние, но по большей части через взаимодействие с Плутоном. Плутон хоть и в напряженном аспекте, но будет стимулировать вас к решению своих финансовых вопросов, к своей личной трансформации. Если вы чувствовали, что вы не дотягиваете, что вы как-то хуже других, вы не хуже, вы просто до настоящего момента не понимали, как надо двигаться вперед. Надо просто пойти двигаться вперед, не разрушать себя, свои отношения, свою жизнь, строить бизнес, строить свою жизнь, строить и формировать свой характер и понимать, что дальше мир меняется, он становится еще сложнее. И 2026 год – это год трансформации, роста и движения вперед. Очень сильный, очень мощный рост. Конечно, хочу сказать, что еще первую половину 2026 года, конечно же, кармические узлы будут давать классные задачи тельцам первой декады, потому что здесь гармоничные аспекты кармических узлов, плюсики по карме, которые у вас будут происходить. И это очень хорошая история, когда вы где-то потрудились, и сейчас у вас будет получаться. Пользуйтесь этим. Первая половина года вообще очень сильно заряженная. Ни в коем случае не пасуйте, не уходите в свои какие-то такие сложные истории, двигайтесь вперед. Потому что вторая половина года, а уж тем более с сентября, Лилит переходит в знак Козерога, и уже вопросики решения со страхами, да. Тельцы второй декады, дорогие, у вас по большей части этот год работы с Юпитером. И я не хочу сказать, что это как-то плохо, это хорошо. Движение вперед, профессиональная, социальная сфера, если вы здесь ускоряетесь, если вы по большей части решаете свои вопросы в жизни, но без общества, без социума не получится. Вы взаимодействуете в обществе, вы проявляетесь, ваш заработок от этого зависит, он увеличивается, от этого получается хорошо. Если же вы со своим Юпитером в первой половине 2026 года работаете через канал Рака, то есть вы в личных отношениях здесь находите те самые нотки, с которыми вы можете взаимодействовать, будет получаться очень хорошо, тогда будет все очень классно. Если во второй половине года через знак Льва, то есть здесь яркость, амбициозность вы включите, свой профессионализм, начнете сиять, блистать на публике и очень ярко проявляться, будет очень хорошо. Год будет приносить вам очень множество, конечно же, и сложных моментов, потому что когда мы проявляемся в обществе, всегда появляются люди, которые хотят нам сказать, что что-то с нами не так. И я вас очень здесь буду хорошо понимать, дорогие тельцы второй декады. Посмотрите у меня на канале, я даже не удаляю такие комментарии, когда люди хотят просто зацепиться, просто понимайте, что даже если вы идете куда-то, всегда будут люди, которые захотят быть так же, но у них просто не хватает силы воли, силы духа идти вперед, смелости и ответственности. Будьте смелыми, тельцы второй декады, у вас все получится, смелыми и в любовных отношениях, и в профессиональном плане, и тогда все будет идти как надо. Тельцы третьей декады. Конечно же, можно сказать, первую половину года, пока Уран еще будет находиться в вашем знаке, будет сложновато.
будут вот эти качели от Урана, будут сложности первую половину года, да, до июня-то уж точно до июля. И здесь нужно просто эту связку пережить, понимаете, в чем вы можете быть лучше, да, устойчивее в своей работе, в профессиональной сфере. Понимаете, что в отношениях ваших тоже эти качели уйдут, и вторая половина года, конечно же, будет другой, конечно же, будет яркой. Но кармические вопросики и задачи, а также движения Юпитера будут давать вам плюсы, мощные плюсы, активные, движения вперед, но все-таки подстегивать вас будет вот это вот такое мощное настроение движения вперед. Конечно же, хочу сказать, что и Нептун будет давать тельцам третьей декады такое чувство расширения глобального видения своей работы, профессиональное, творческое начало, тоже движение вперед через Плутона, да, через Юпитера, в том числе, хоть и напряженный аспект, да, и через Урана, потому что все-таки сейчас всем тельцам, да, всех декад скажу, ребят, помните финансовый гороскоп, я записывала, в конце этого видео его тоже прикреплю, у нас весь год очень мощная на небе все-таки будет конфигурация, потихонечку будет расходиться, но все-таки будет соединяться. Это Уран в гармоничном аспекте с Плутоном, в гармоничном аспекте с Нептуном и Сатурном. И весь 2026 год будет способствовать для того, чтобы тельцы и первой, и второй, и третьей декады обзавелись недвижимостью. Это правда так. Обзавелись карьерой. Но для этого нужно очень много трудиться. Прям-таки реально достать все свои составляющие характера и прямо-таки работать. Прямо-таки трудиться на максимальных историях. Тогда получится очень хорошо. Да? Поднять все свои вопросики в жизни. Кому-то захочется переехать. И эта история, которая будет складываться тоже очень сильно хорошо. У тельцов третьей декады, да, у тельцов первой декады будет работать через Плутон, резкие трансформации к эмиграции, к переезду, да, но это тоже будет хорошая история. Нравится она нам, не нравится будет в моменте, когда мы будем принимать решение. Это одно, но тем не менее год заряжен на очень большую финансовую историю для всех тельцов. Вопрос, способны ли бы мы в этих сложных моментах, которые случатся с нами в моменте, в первом, увидеть, для чего случился этот момент. Потому что если звезды зажигают, то они для чего-то нужны. И трудности, которые будут случаться в начале любых событий, это лишь для того, чтобы мы развернули их в плюс. И да, все события будут происходить для того, чтобы мы пошли в свое развитие. Вот только так, дорогие тельцы. Спасибо, что проголосовали у меня на канале, поэтому ваше видео выйдет первым. Дорогие, спасибо, что были здесь. Увидимся с вами в следующем видео. Я желаю вам потрясающего 2026 года. Но для того, чтобы он был, здесь нужно включить своего внутреннего тельца и делать медленно, но верно, красиво, с эмоциями, с душевностью, с ощущениями нравится, потому что Венера ваш единственный управитель, а Венера это про то, чтобы нам нравилось, когда мы это любим, когда нам от этого счастливо, комфортно, тогда у нас все в жизни получается. Дорогие, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте комментарии к этому видео. Я желаю вам потрясающего года. Ну и по классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. И пока-пока.